Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Я вчера записал первое видео из этой серии и очень был приятно удивлен таким вниманием. 1000 просмотров, наверное, за сутки будет. И мне пришло достаточно много почты на этот счет с вопросами. И поэтому я буквально по горячим следам решил продолжить. И понимаю, что затронул очень такую важную тему мышления, тему какой-то нашей градации этого мышления. Меня спрашивают про работающий и как бы паразитирующий ум или про ум размышляющий. Ну, это терминология Рамеша Балсикара, работающий и размышляющий ум. Я думаю, что в нашей системе это будет именно как бы воображение и работающий ум. Но мы разделили на 4 части, и я считаю, что это оптимальный вариант. Чтобы вы осознавали, что такое выход в момент сейчас, что такое практика момента сейчас и что там в конце концов отсекается. Отсекается то мышление, которое способно разворачивать пространственно-временной континуум и уводить внимание из текущего непосредственного опыта в опыт или в фантазии об опыте. И вот ваше развлечение этих вещей очень-очень важно. Какие вопросы дальше мы с вами обсудим? Я бы хотел затронуть вопрос, который очень связан с видами мышления. Это вопрос о видах опыта. Сегодня я вам дам тоже такое понятие, как 4 вида опыта. И вы уже немножечко сложите картину, что такое 4 вида опыта. Вчера мы довольно подробно остановились на опосредованном опыте, который мы получаем через наш ментальный план. То есть это способность получать опыт через воображение. То есть нам рассказывают какой-то сюжет, мы получаем какую-то информацию, мы это все в воображении выстраиваем некую картину, помещаем некий свой образ туда и таким образом вот как раз через него и получаем опосредованный опыт. Этот опыт очень важен, и мы можем назвать его опытом ума. Но все же более важным является непосредственный прямой опыт. Это опыт, получаемый в моменте сейчас через наши органы чувств. Да, он потом запоминается, он потом записывается, но он никогда не должен путаться с опытом, полученным опосредованно. То есть вы должны четко различать. Этот опыт я получал непосредственно, то есть это я научился ездить на велосипеде, а это я читал о том, как ездить на велосипеде. Вы можете прочитать книгу про чемпиона мира по плаванию, но это не значит, что вы научились плавать. То есть учиться плавать непосредственно, получать непосредственный опыт и читать о нем, слушать о нем – это различные вещи. Это в вашей системе должны быть разные папочки в памяти, которые не дают вам соврать, что это я получал непосредственно, а это я получал опосредованно. Это очень важный момент. Различие и развлечение между непосредственным и опосредованным опытом. Дело в том, что когда мы прикасаемся к мистике, к духовности, мы сейчас имеем очень большой доступ к литературе. И, конечно, у нас велик соблазн все это смоделировать, все это вообразить и пробудиться в воображении, нафантазировать. Но любая ситуация выводит нас из себя и отправляет нас туда, кем мы, по сути, являемся и что мы о себе думаем. То есть поэтому очень важно не выдавать опосредованный опыт за непосредственный. Это
такая детская болезнь, как бы выдавать фантазии за действительность и не иметь, ну, как бы, не иметь способности или силы признать, что это лишь мой опосредованный опыт, что это в непосредственном опыте у меня отсутствует. Вот такие два типа опыта. Мы немножечко с ними вчера разбирались. Следующий вид опыта я вам дам как опыт измененных состояний сознания. Мы в нашей информации вообще этот вид опыта не рассматриваем, потому что у нас очень четкое отношение к духовным опытам. То есть опыты, полученные при помощи всевозможных средств, неважно каких, разрешенных или запрещенных, изменяющих наше повседневное состояние сознания, не являются духовными. Они являются психоделическими опытами, связанными с изменением химии мозга. То есть все, что вы принимаете каким-то образом, воздействуете, это измененное состояние сознания, и они не являются духовным опытом. Я хочу, чтобы вы это четко понимали. Четвертым видом опыта является самый высочайший из доступных нам опытов, духовный опыт. И я хочу, чтобы вы услышали сейчас, что этот опыт никакого отношения к воображению, к опосредованному опыту не имеет. Он вырастает из вашего непосредственного опыта. Еще я его называю как бы предельное выражение непосредственного опыта. То есть сначала в практике мы движемся от воображения, где мы завязли, где наше внимание пасется сутками, к непосредственному опыту. А из непосредственного опыта мы, не применяя никаких средств, движемся к духовному опыту. Это очень конкретный опыт, это очень конкретные практики, и это очень четкие состояния, которые проверяемы, потому что не являются фантазией, которые повторяемы, поэтому и существуют учения о духовности, о мистике. И я хочу, чтобы вы поняли, что это практически очень точные, четкие учения. Я вообще называю это наука, потому что она соответствует тем критериям, которые предъявляются наукой. То есть это повторяемо, это проверяемо, и это очень четкие опыты, духовный опыт. Первым таким духовным опытом, как ни странно, вы не поверите, является любовь. То есть любовь – это не чувство, это не ощущение. Любовь есть духовный опыт. По сути, любящий человек уже духовный человек. Вход в духовность – это вход через любовь. Если мы уже говорим о первом и самом доступном как бы опыте, все равно нужно быть довольно тонким, как говорится, с открытой душой. Что такое душа в этом смысле? Душа – это, ну, по сути, контрагент духовного опыта. Душа – это как бы получатель духовного опыта. Если опосредованный опыт не тело получает, не организм, не органы чувств, вот этот опыт опосредованный через слова, через получает ум. Это, по сути, ментальный опыт, смоделированный менталом, и получателем его является ментал. Не бойтесь говорить, это опыт, который получен умом. Он не получен моим организмом. Вот опыт, полученный организмом, это непосредственный опыт. Опыт, полученный менталом, это опосредованный опыт. Опыт, контрагентом которого является душа, является духовным опытом. И первым таким опытом является любовь.
Любовь – это не чувство. Любовь – это не ощущение. Любовь – это глубокий духовный опыт. Это проводник в мир духовных опытов. Так вот, мистика – это наука, занимающаяся духовными, мистическими опытами. И очень важный момент – то, о чем мы говорили, о практике вывода внимания в непосредственный опыт. Если вы не научитесь этому и не начнете различать, вся ваша духовность будет происходить в воображении. То есть в моделировании, в фантазиях, в додумываниях. И это не духовность, это псевдодуховность, это духовность ментальная, это ментальные фантазии. Поэтому дорога в духовность проходит через пребывание в моменте сейчас. В непосредственный опыт вы должны сначала стать. Отсюда начинаются духовные путешествия. Отсюда начинается наша духовность. И она растет из непосредственного опыта. Она не имеет никакого отношения к психоделическим опытам, вызванным посредством всевозможных препаратов или упражнений, которые связаны с изменением химии мозга. И никакого отношения это не имеет к воображению, к нашим фантазиям. Если вы меня услышали, я буду очень-очень рад. Я вам передал учение о 4 видах опыта. Кажется оно очень простым, но вашему развлечению придется поработать и усвоить данную информацию. А теперь минуточка для тех, кому слова уже не нужны. Мне пишут, что есть такие, которые не слышат то, что я говорю, а они просто воспринимают на другом уровне. Для вас я запишу минуту, где я буду обращаться к вам посредством беззвучной передачи учения. Спасибо вам за внимание. Я думаю, вы также активно отреагируйте на это видео, и мы с вами продолжим наши дискуссии. Спасибо, до встречи.